Прошлый наш ролик был о топ-5 неубиваемых подержанных автомобилей для России. В условиях современной экономической ситуации покупка автомобилей бывшего употребления возобновилась с невиданной силой. Даже небольшой пробег существенно снижает стоимость автомобиля. Поэтому даже за скромную сумму до 500 тысяч рублей можно найти отличные варианты, которые прослужат верой и правдой не один год. Вопрос только в том, что вы ждете от своего потенциального авто. Существует несколько видов машин. Одни из них стоят относительно недорого, но в отношении ремонта оцениваются в просто колоссальные суммы, а другие требуют начальных вложений, но при этом они легки в уходе и недороги в ремонте. Конечно же, окончательный выбор остается за потребителем. А мы сегодня решили представить для вас рейтинг, который вполне можно использовать как гид по выбору достойного автомобиля. Итак, мы начинаем. 10-ю строчку нашего рейтинга занимает Skoda Octavia. Этот автомобиль последний из тех, кого мы бы хотели включить в наш рейтинг лучших бывших в употреблении автомобилей стоимостью до 500 тысяч. Подержанная Octavia 12-15 годов как раз прекрасно впишется в рассматриваемый бюджет и позволит приобрести машину с минимальными проблемами. Конечно, можно найти модель и 2016 года, но риск наткнуться на кота в мешке сильно повышается. Отличительные черты этого автомобиля – это просторный салон и вместительный багажник, выигрышная организация сидений. Помимо комфорта, купив данный автомобиль, вы получите также хорошие технические характеристики с минимальным расходом топлива. Кстати, если вы не знали, помимо переднеприводной версии можно найти вариант с полным приводом. Но такие экземпляры, как правило, оцениваются чуть дороже и встречаются значительно реже. 9-ю строчку занимает Opel Astra. Несмотря на все испытания, которые выпали на долю концерна, им удалось все-таки подарить миру отличную во многих отношениях модель Opel Astra. Этот автомобиль выделяется среди аналогов прекрасной сборкой и выпускается в 3 видах кузова – седан, хэтчбэк и универсал. За 500 тысяч вы можете позволить модель, начиная с 2015 года и старше. Здесь все зависит от состояния. Спортивный характер авто прослеживается во внешности и расширенных технических характеристиках. Этот практичный, надежный и доступный в обслуживании автомобиль – достойный соперник среди представленных в рейтинге лидеров. 8-я строчка и Hyundai i30. Этот оригинальный автомобиль заслуженно удостоен внимания на вторичном рынке. Практичность в сочетании с привлекательной внешностью дает полную уверенность в том, что i30 не потеряет актуальность в ближайшие 5 лет так точно. На сегодняшний день доступны модели с кузовом универсал и хэтчбэк. Последний считается молодежным, а универсал привычно относится к семейной нише. Бренд Hyundai в целом в последние годы радует разработками. Качество сборки заметно улучшилось, ровно как и дизайнерские решения. Если взвесить все за и против, то с учетом динамичности, экономичности, функциональности и цены, i30 вполне может претендовать на звание одного из лучших бюджетных БУ автомобилей. Если брать в расчет сумму 500 тысяч, то можно отыскать свежачок 11-15 года. Конечно, в отношении дальнейшей службы многое зависит от продавца и того, как он пользовался авто. Но помните, что если вам предлагают еще более новую машину и всего за 500 тысяч, то скорее всего авто имеет скрытые дефекты, которые рано или поздно себя проявят. 7-я строчка Chevrolet Lachetti. Поклонники этой марки продолжают ждать выхода рестайлинговой модели. Но производитель не спешит радовать автолюбителей очередной модернизированной новинкой. Видимо, поэтому постепенно популярность данной модели снижается. Но на вторичном рынке продукт по-прежнему востребован и популярен, ведь он может похвастаться бюджетным ценовым сегментом в сочетании со стильной внешностью, вместительным салоном, легким и недорогим обслуживанием. От стоимости запчастей к авто владельцам не придется хвататься за сердце. Да, и делать это придется нечасто, причем даже в случае приобретения автомобиля бывшего в употреблении. Это, собственно, и объясняет пребывание авто на высоких местах в рейтингах. На 6-й строчке Volkswagen Jetta.
Конечно, Passat прекрасная машина, но она требует хороших вложений. Поэтому, если она вам не по карману, тогда обратите внимание на Jetta. Вариант 10-15 годов обойдется вам как раз примерно в 500 тысяч. Автомобилисты считают этот автомобиль упрощенной моделью Гольфа. И действительно, их корни уходят в одну модель. Но в конце концов конструкторы разделили их на две, создав уникальную линейку на основе каждой. Jetta – типичный представитель Volkswagen. Привлекательный дизайн, дополненный комфортным салоном, отличная организация водительского места и высокими техническими характеристиками, несомненно, дают повод для включения Jetta в рейтинг лучших бюджетных БУ авто. Машину нельзя назвать выдающейся, но если делать упор на безопасность, практичность и надежность в сочетании с приемлемой ценой, то Jetta – это то, что нужно. На пятой строчке разместился Renault Sandero. Автолюбителям, вероятно, странно видеть данную машину в рейтинге авто до 500 тысяч, что вовсе не удивительно. Стоимость на вторичном рынке на это авто стартует с 480 тысяч. Однако, если брать во внимание стоимость обслуживания, то сразу становится очевидно, что довольно сложно будет найти авто лучше и доступнее в плане финансовой выгоды по содержанию и эксплуатации. От стоимости запчастей к авто владельцам не придется хвататься за сердце. Sandero относительно молодой автомобиль. Его выпуск стартовал лишь в 2009, поэтому за 500 тысяч вполне можно найти свежую машину во флагманской комплектации. Также радует выбор коробок. Предпочтение можно отдать автомату или роботу, который работает на пару с мотором объемом 1,6 литра на 102 или 112 лошадиных сил. Четвертое место – Mazda 6. Японский автомобиль 2014 года стоит около 750 тысяч, поэтому при бюджете в 500 тысяч вам доступны только предыдущие поколения. Но Mazda 6 действительно того стоит. Главным достоинством 6-й Mazda считают оригинальный дизайн кузова, комфортабельный салон, оптимальную сборку, достойные технические характеристики и комфорт при передвижении. Образцы 2008-2012 годов сделаны из качественного металла со стойким лакокрасочным покрытием, поэтому нареканий к нему нет, а в совокупности с весьма отзывчивой коробкой это просто идеальный вариант для городского передвижения. Тройку лидеров открывает Volkswagen Passat. Несмотря на достаточно высокую цену в обслуживании и аппетит, мы все-таки решили включить Passat в наш рейтинг. Дело в том, что версии 2006-2012 годов прекрасно собраны и имеют высокие показатели надежности и долговечности. В случае с Passat есть небольшие трудности с покупкой деталей, но если их заменить вовремя, то машины вам хватит на десятилетие. Некоторые авто неприятно удивили слабым блоком управления, поэтому, чтобы не попасть в просак, обязательно отвезите Passat перед покупкой на проверку и проведите полноценную диагностику, чтобы не получить в результате дефектное авто, о проблемах которого продавец по известным всем причинам решил умолчать. Серебро в рейтинге занимает Toyota Corolla. Располагая полумиллионом рублей, можно рассчитывать на модель 8-13 годов. Тут уже все зависит от состояния машины. Достойные характеристики помогают автомобилю лидировать на рынке, начиная с самого основания производства. С самого начала запуска производства и реализации первых сотен единиц на рынке японские автомобили зарекомендовали себя как надежные, комфортные и управляемые помощники. Вместительный салон нередко заставляет семьи останавливаться именно на этом варианте. Corolla недорога в обслуживании, и этот автомобиль по праву занимает вторую строчку нашего рейтинга. Но если параметры Corolla недостаточны для вашего идеала, то есть еще один японский автомобиль, и это лидер нашего рейтинга. Представляем вам победителя – Toyota Avensis. Несмотря на завидную мощность моторов, машина предназначена исключительно для городской езды, поскольку бренд-производитель совершенно не рассчитал высоту дорожного просвета, ну и, разумеется, реалии российского бездорожья. А вот если ваше путешествие пролегает по ровным трассам, тогда вместительное багажное отделение вас точно порадует.
Сумму в 500 тысяч вы обойдете только в том случае, если остановитесь на модели 6-12 годов выпуска. Несмотря на ездовой стаж, автомобиль привлекателен и легок в обслуживании. Он обладает неплохими характеристиками, поэтому прослужит вам еще не одно десятилетие, если вы, конечно, не обновите свой автопарк раньше. Ну вот вроде бы и все сказано о самых надежных и самых правильных вариантах авто за 500 тысяч. На этом все. Если видео показалось вам интересным, то рекомендуем подписаться на наш канал.